Переговоры в Абу-Даби полностью засекречены, но стали известны первые итоги. В медиа просочился инсайт, о чем на самом деле договариваются Украина с Россией. Что обещают Штаты Украине за Донбасс? Будет ли перемирие? Новая ссора Зеленского и Орбана. Киев на грани энергетической катастрофы. Трамп направил авианосцы к берегам Ирана, Ким Чен Ын пошел в баню в зимней куртке, звезда киевского «Динамо» побил сантехника. Об этом и не только. Подпишись и досмотри видео до конца. Время начать. Украинская, американская и российская делегации уже провели разговор в Объединенных Арабских Эмиратах, говорили о параметрах окончания войны. Зеленский ждет ответов от Российской Федерации. Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении. Сейчас должна быть как минимум часть ответов от россиян. Главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну. О содержании сегодняшних дискуссий пока говорить рано. Нужно дождаться завтрашних встреч. Наша постоянная делегация на связи. Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам также присоединятся генерал Гнатов, начальник генерального штаба, а также представитель ГУР Скибицкий. Впервые с начала полномасштабной войны прямые трехсторонние переговоры стартовали сегодня в Абу-Даби. Штаты, Украина и Россия за одним столом. Первые раунды пройдут в максимально закрытом режиме, никакой прессы. Американская делегация прилетает прямо из Москвы. За спиной ночная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Вашингтон представляют спецпосланники Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер, а также другие высокопоставленные чиновники. Это уже не разведка позиций, это попытка собрать сделку в реальном времени. Формат жесткий, ставки максимальные. 2 дня в Абу-Даби должны показать, есть ли у этой войны выход, или переговоры станут лишь фиксацией тупика. Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. И поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа, я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразно. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы. Кремль отправляет в Абу-Даби делегацию, состоящую исключительно из военных, во главе с начальником Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорем Костюковым, человеком, которого на Западе знают не как дипломата, а как представителя теневой войны. В мае 2025 года он уже входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, первых очных контактах сторон за 3 года. Тогда Москва тоже делала ставку не на публичных переговорщиков, а на силовой блок. В июне прошлого года он сидел за одним столом с Путиным, Лавровым и Ушаковым на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи сразу после ударов Вашингтона по иранским ядерным объектам. В мировой повестке имя Костюкова связано с делом Скрипалей. В 2018 году, когда он занимал пост первого заместителя главы ГРУ в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом, были отравлены бывший офицер Главного разведуправления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британское расследование пришло к выводу. Покушение организовала группа офицеров военной разведки России. Москва это отрицает до сих пор. Костюков находится под санкциями Америки с 2016 года, под санкциями ЕС с 2019, а также под ограничениями Великобритании и ряда других стран. Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности. Это будут первые переговоры. Вы уже знаете, что, собственно, вчера ночью они получили инструкции от главы государства. И они только утром туда вылетели. Поэтому сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения. Но имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости. Ранее спецпосланник Вашингтона Стив Уитков заявил, что стороны находятся близко к соглашению. И нерешенным остается лишь один ключевой пункт. Переговорная активность заметно усилилась после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что проект мирного соглашения практически готов, а параметры послевоенных гарантий безопасности уже согласованы с Дональдом Трампом. Как сообщает Суспильне, со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, первый раунд переговоров прошел продуктивно. Глава украинской делегации Рустем Умеров подтвердил, что обсуждались параметры окончания войны и логика дальнейшего переговорного процесса для достижения достойного и продолжительного мира. Сегодня к украинской делегации присоединится начальник Генштаба Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, что обещает усилить военно-политический вес переговоров.
Переговорам в Абу-Даби предшествовали ночные переговоры Путина с американской делегацией в Кремле. По версии Кремля, которую озвучил помощник президента России Ушаков, встреча была конструктивной и полезной. По ее результатам Москва дала согласие на трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Ключевой вопрос в переговорах – территории. В кремлевской трактовке это вывод вооруженных сил Украины из Донецкой области. Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в регулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей. Еще до окончания переговоров в Москве Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, и параметры договоренностей по Украине якобы уже понятны. Однако Киев этого не подтверждал. Зеленский в Давосе сказал прямо, по территориальному вопросу договориться не удалось. А вот что сегодня сказал о перспективах переговоров Дональд Трамп, параметры известны. Трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби в эти выходные ведут к трехсторонней встрече между вами. Смотрите, все это хорошо. Любая встреча — это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет. В первые 3 года вообще никто не встречался. Никто не встречался, и, знаете, если вы не встречаетесь, ничего не случится. А мы встречаемся и посмотрим, что будет. Я надеюсь, мы сможем спасти много жизней. Господин президент, на какие уступки должен пойти Владимир Путин на данном этапе? Он пойдет на уступки. Все идут на уступки, чтобы это завершить. Европа будет частью этого процесса. Она обязана быть его частью. Для Европы это важно. Для меня я делаю это скорее ради Европы, чем ради себя. Я делаю это прежде всего, чтобы спасти жизни. Это номер 1. Во вторую очередь, ради Европы. На нас это напрямую почти не влияет, кроме потери жизней. Понимаете, нас это затрагивает не так сильно. Это за 1000 миль отсюда. Нас разделяет океан. Но у меня есть способность доводить такие вещи до результата. Посмотрим, получится ли у меня это сделать. Я считаю, что раньше это вообще никогда бы не было сделано. Мне казалось, что обе стороны хотели получить все целиком. Донецк в обмен на гарантии и финансирование? Итальянская газета «Корьер делла Сера» опубликовала описание параметров возможного мирного соглашения, которое, по данным издания, администрация Дональда Трампа предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно публикации, соглашение состоит из 4 документов. О его структуре ранее публично упомянул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, назвав первый документ рамочным текстом всего пакета договоренностей. Второй документ предусматривает вывод украинских вооруженных сил из Донецкой области и передачу Российской Федерации всего Донбасса. Как отмечает Корьере делла Сера, эта часть соглашения является наиболее чувствительной и политически рискованной для украинского руководства, поскольку общественное мнение в Украине выступает против территориальных уступок. В связи с этим Штаты, по информации издания, предлагают Украине 2 компенсирующих элемента, описанных в 2 оставшихся документах. Итак, третий документ содержит детализированный план государственного и частного финансирования восстановления Украины после войны на сумму до $800 миллиардов. Четвертый документ закрепляет американские гарантии безопасности в поддержку возможного размещения европейских военных сил на территории Украины. Издание резюмирует суть пакета как формулу: территориальные уступки в обмен на финансовую помощь и гарантии безопасности. Дополнительно агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает, что президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще во время встречи на Аляске согласовали базовые параметры завершения войны, включая вывод вооруженных сил Украины с территории Донбасса. По данным источника, в других регионах рассматривается вариант заморозки конфликта по текущей линии фронта. Новый виток напряженности между Украиной и Венгрией. Виктор Орбан отреагировал на свое косвенное упоминание в речи президента Украины Владимира Зеленского в Давосе. Вот как она звучала. Каждый Виктор, живущий за счет европейских денег, одновременно распродавая европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это еще не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькую Москву. И хотя Орбан не был упомянут напрямую, он принял высказывание на свой счет и ответил Зеленскому 2 постами в соцсетях и в интервью на саммите в Брюсселе. «Я-то свободный человек, который служит венгерскому народу.
Вы – человек в отчаянном положении, который уже 4-й год не способен или не желает положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь. Вот в какой точке мы оказались. Президент Зеленский все поставил с ног на голову, а брюссельцы готовы за это платить. Нам тоже будет что сказать. Готовится национальный опрос, с помощью которого мы направим Брюсселю четкий сигнал. Платить мы не будем. Поскольку в Венгрии всем очевидно, что мы не хотим видеть Украину в составе Европейского Союза и выступаем против ее членства, в то время как партия ТИСа и Демократическая коалиция хотят ее туда впустить, мы должны признать, украинцы станут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что у них есть прямая заинтересованность в смене власти в Венгрии. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подверг критике выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав его несправедливым по отношению к Европейскому Союзу. По словам Таяни, Европа внесла существенный вклад в обеспечение независимости Украины, оказывая ей всестороннюю политическую, финансовую и военную поддержку. Мне кажется, что Европа сделала все возможное для Украины, поэтому я считаю, что эта речь не является благосклонной, заявил глава итальянского МИД, комментируя высказывание Зеленского. Накануне президент Украины в Давосе резко раскритиковал европейские страны за, по его мнению, недостаточную решительность в противостоянии России. Зеленский заявил, что Европа не понимает, как себя защищать, и поставил под сомнение ее способность реагировать на внешние вызовы, включая ситуацию вокруг Гренландии. Он также обвинил европейских лидеров в слабости и нерешительности, противопоставив их подход действиям Дональда Трампа, отметив, что если Вашингтон способен жестко действовать, в том числе в отношении российских танкеров, то Европа этого не делает. Дональд Трамп вновь допустил применение силы против Ирана. На обратном пути из Давоса президент заявил журналистам на борту Air Force One, что к берегам Ирана выдвигается армада американских военных кораблей. По его словам, речь не идет о немедленном ударе, однако дал понять, что военный вариант остается на столе. Что сейчас происходит с Ираном? США направили значительные военные силы. Знаете, у нас много кораблей движутся в том направлении на всякий случай. У нас большая флотилия идет туда. Посмотрим, что будет. У нас крупная группировка направляется к Ирану. Я бы не хотел, чтобы что-то происходило, но мы внимательно за ними наблюдаем. В четверг я остановил 837 казней. И они бы все погибли. Каждого бы повесили. Это как 1000 лет назад. Это древняя культура. Очень умные люди, кстати. Но древняя культура. 837 человек, в основном молодых мужчин, должны были быть повешены в четверг. И я сказал, если вы повесите этих людей, вас ударит сильнее, чем когда-либо. Это сделает то, что мы сделали с иранской ядерной программой. Просто пустяком. И за час до того, как это ужасное событие должно было произойти, они отменили казнь. И фактически сказали, что отменили. Они не отложили ее, они отменили. Так что это хороший знак. Но у нас есть армада, у нас огромный, действительно огромный флот идет туда, и, возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим. Во Франции правительство пережило 2 ватума недоверия за один день из-за попытки принять часть бюджета 2026 года без окончательного согласия парламента. Первый ватум, инициированный левыми и зелеными, набрал 269 голосов при необходимых 288, второй от правых собрал еще меньше. После этого премьер-министр Себастьян Лекорню применил особую статью Конституции, чтобы провести ключевую часть бюджета. Оппозиция уже угрожает новыми ватумами недоверия. Когда дебаты зашли в тупик, кто-то должен взять на себя ответственность. На мой взгляд, привлечение правительства к ответственности не должно быть легким решением или коротким путем. Это инструмент крайней необходимости, если не сказать последняя мера. Настоящая цель этой мрачной истории простая — сохранить иллюзию власти Елисейского дворца, который отказывается признать свое разложение, а порой и полный крах. Ваш проект, я не осмелюсь назвать его бюджетом, это бюджетный Чернобыль, бетонная плита, под которой вы пытались скрыть сильно радиоактивные элементы. Марин Ле Пен резко предупредила депутатов. Поддержка правительства может стоить им мест на будущих выборах. Премьер Лекорню, в свою очередь, пообещал держать дефицит бюджета в пределах 5% ВВП и заверил, что окончательное утверждение всего бюджета состоится в феврале.
Украина на грани гуманитарной катастрофы. В интервью Reuters генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украине срочно нужно энергетическое перемирие. Ситуация близка к критической. Многоквартирные дома остаются без отопления, а электричество подается всего на 3-4 часа с перерывами до 15 часов. «Мы близки к гуманитарной катастрофе», — предупредил Тимченко. По его словам, компания потеряла от 60 до 70% генерирующих мощностей, а ущерб оценивается сотнями миллионов долларов. Восстановление энергетического сектора Украины потребует от 65 до 70 миллиардов долларов и создание фактически новой энергетической системы, а не простой реконструкции старых объектов. Генштаб Вооруженных сил Украины заявляет о поражении российской нефтебазы в Пензенской области и последующем пожаре. Пензенский губернатор подтверждал пожар, не уточнив, что было поражено. Кроме того, Служба безопасности Украины официально заявила о нанесении удара по нефтяному терминалу «Тамань-нефтегаз» в Краснодарском крае Российской Федерации. В сообщении Службы безопасности говорится, что в результате атаки были повреждены технологические трубопроводы на причальных сооружениях, а также резервуары с вакуумным газоилем и мазутом. Накануне власти Краснодарского края подтвердили атаку на порт Тамань и возгорание терминалов с нефтепродуктами. По официальным данным российских региональных структур, в результате происшествия погибли 3 человека. В Киеве разгорелся скандал вокруг бывшего главного тренера и звезды киевского «Динамо» Алексея Михайличенко. В СМИ появилась информация, что он избил человека, нанеся удары по лицу и паху. Пострадавший, 53-летний сантехник ЖЭКа Николай Прыщ, обратился в полицию. Киевская полиция подтвердила инцидент. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение». Сам Михайличенко отрицает обвинение, утверждая, что речь шла лишь о мужском разговоре. По словам футболиста, сантехник Прыщ ударил его жену и оскорбил ее, после того, как она сделала ему замечание за некачественно выполненную работу. Он ударил в грудь мою жену и сказал: «Заебали вы все». И после этого я подошел к нему по-мужски поговорить, и да. За грудки мы взялись, но словами больше ничего я не бил, не рукоприкладствовал. Он после этого поработал еще полчаса или час, и потом ко мне пришли из милиции, и оказалось, что он вызвал скорую и написал на меня заявление. Вот и все. И еще раз подчеркиваю, что не нужно прикрываться вот этим статусом сантехника, потому что я разговаривал с ним как с мужчиной, который обидел и ударил мою жену. Северокорейское телевидение показало Ким Чен Ына во время инспекции отремонтированного дома отдыха для трудящихся. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики осмотрел спа-комплекс с мужскими и женскими зонами, бассейнами, банями и зонами отдыха, оставаясь в теплом пуховике даже внутри зданий. Власти заявили, что обновленный центр призван укреплять здоровье рабочих и станет частью государственной социальной политики.